проще всего просто отталкиваться от косточек. Они параллельны на форму глаза, на ось горизонтальную, на ось вертикальную. Еще раз, форма, ось, посадка. Это не будет считаться красивым. Если глаз круглый, то вы не попадете. Здесь более плоско, здесь у меня ямка. Как правило, каждый клиент говорит: а давайте поярче. Вы уже должны понимать, какого цвета кожа, какой арсенал ваших пигментов, какая текстура будет выбрана. И видно, что вот в этом месте, вот здесь чуть-чуть надо срезать вверх и к центру. Ручки красные, ручки белые, шея все пропало, сейчас все потеряем. Моей совершенно невероятной красоты модели, просто магической. Лица как иконы. Привет! Сегодня мы на канале Hanafi Color Pigments, где собрано колоссальное количество информации о перманентном макияже. Подпишись, если еще не подписалась. Я Ольга Костенецкая, эксперт в работе с зоной век. И сегодня мы будем говорить про эскиз, про грамотное построение. И, конечно же, мы выполним процедуру от и до. Любая процедура начинается с эскиза. И сегодня мне хочется много эмоционально, максимально подробно поговорить про эскиз в работе с веками при выполнении растушевок, потому что эскиз – это основа, эскиз – это фундамент. То, как работу, которую вы выполните технически, будет украшать лицо вашего клиента. Форма первична, техника вторична. Я на этом стояла, стою и стоять буду, потому что если нет понимания формы, то как бы прекрасно не была выполнена технически процедура, это не будет считаться красивым. Не могу не отметить такие вещи, как ошибки, которые чаще всего допускают мастера в построении эскиза. Самая фундаментальная и, мне кажется, критическая ошибка – выполнять эскиз в положении лежа. Почему? Потому что мы с вами занимаемся только лишь макияжем. Наш макияж долговременный. А основа макияжа – это создание иллюзии красоты. Не всегда есть возможность взять и построить заново. Но сделать чуточку лучше – это наша работа. Когда мы работаем с лицом, мы обязательно учитываем то, как человек лицо свое носит. Обязательно гравитация. Гравитация очень мешает красоте женского лица. Нельзя не отметить моменты возраста, поэтому только если вы построите эскиз с учетом всех моментов гравитационного птоза, просто состояния, ваш эскиз будет уже чуточку гармоничнее. Ни для кого не секрет, что лицо лежа и лицо сидя – это абсолютно зачастую разные вещи. В положении сидя вы всегда сможете максимально улучшить зоны, которые требуют. Как, например, это работа с лишними объемами неподвижного века. Это большое количество кожного лоскута и складок, которые лоцируются в зоне внешнего уголка глаза. Как вы нарисуете вектор стрелки, если, когда клиент лежит, у вас максимально все ровно. Поэтому исключительно сидя эскиз строится. Это шаг номер один. Второе – это понимание того, что же конкретно нужно этому глазу, этим глазам, этому клиенту для того, чтобы сделать эстетику верхней трети лица хотя бы немного лучше. Что мы должны обязательно учитывать при построении эскиза? Это посмотреть на форму глаза, посмотреть на ось горизонтальную и вертикальную. Покажем. На форму глаза, на ось горизонтальную, на ось вертикальную. И важно, насколько объем глазного яблока утоплен в провале впадины глазничной, потому что этот момент, который последний, иногда нам очень сильно мешает. Это будет недостаточная высота, либо излишняя высота подвижного века, или же излишний объем неподвижного века, либо недостаточный. Все это нам нужно увидеть перед тем, как мы начнем просто выводить хвостик стрелки. Поэтому еще раз, форма, ось, посадка. Только после этого мы можем приступить к выполнению эскиза. Не просто взять и нарисовать вектор. Нет, важно понимать, что вы потом на этот вектор должны будете сверху посадить для того, чтобы сделать эти глаза лучше, краше, моложе и так далее по задаче. На примере
моей совершенно невероятной красоты модели, просто богической, лица как иконы, мы будем строить шаг за шагом эскиз стрелки. И, конечно, анализируем пропорции лица. То, что я перечислила, я сейчас повторю. Смотрим прямо. Когда мы выполняем эскиз стрелки, мы всегда, это касается не только стрелки, это касается и бровей, мы выстраиваем положение ресничного ряда так, чтобы форма читалась максимально гармоничной. То есть одинаково вверх, одинаково вниз. Зрачок максимально посередине. Только тогда вы сможете прочитать одну из пропорций глаза, это смещенная вертикальная ось. У нас должно быть одинаково здесь, одинаково вниз. И то же самое по складке подвижного века. Одинаково вверх, одинаково вниз. Только в этом случае у нас глаз по верхней границе будет считаться плюс-минус гармоничным. Форма глаза идеальная, миндалевидная. И мы нашими телодвижениями, проставлением акцентов, векторов, мы пытаемся создать из круглого, щелевидного, падающего, какого угодно глаза негармоничного, иллюзию, что глаз более или менее гармоничный. Прочитаем эти глаза по форме. Прогиб верхнего века, больше прогиба нижнего, не так, чтобы прям сильно, но в принципе в границах нормы. А по гармонии сверху больше, снизу меньше, пропорции золотого сечения. По оси глаз горизонтальный имеет гармоничную ось, внутренние и внешние уголки находятся на одной горизонтальной прямой. Незначительно, совсем немного смещена вертикальная ось, точка восхождения вот, немного короче восходящая линия, падающая немного длиннее. И точка прогиба по нижнему веку также немножечко смещена. Чуть-чуть короче падающая линия и восходящая более длинная. Что необходимо этим глазам? Глаза большие. Красиво украшать, конечно, проще всего. Наша задача не сделать хуже. Бывает и так, к сожалению. Поэтому еще одним аспектом, который я активно уже очень много лет продвигаю, это понимание, видение и просто хотя бы внутреннее ощущение человеческого лица. Каждый клиент, каждый человек уже приходит к нам со своим рельефом костным, со своими восходящими линиями, со своими горизонтальными линиями, со своими вертикальными линиями, со своим определенным количеством кожного лоскута, строением глаза, то есть со своей индивидуальностью, со своей морфологией. И наша задача просто понимать, как это работает. А макияж – это простая геометрия. Логика абсолютно просто до невозможности легка. Мы сейчас с вами шаг за шагом это пройдем. Первое. Диагональная линейность, ветвь нижней челюсти, скуловая кость, направление надбровной дуги, диагональ, диагональ, диагональ. Ровно так же стрелка выходит из соединения верхнего и нижнего ресничного ряда с учетом диагональной линейности лица. Стрелка не является продолжением нижнего ресничного ряда или является, но только в том случае, если глаз у нас в идеальных пропорциях. Если глаз круглый, то вы не попадете. У вас хвост стрелки будет задран. Если глаз, например, узкий, щелевидный, там вообще хвост стрелки не нужен, потому что узко делать длинным, нелогично. Поэтому всегда проще следовать за тем, что фундаментально и статично. Это кости. Костный рельеф, он никуда никогда не девается. Есть мышечный каркас, есть кожный лоскут. Это может двигаться, быть асимметричным. Мы очень асимметричны по жизни, у нас глаза разные, объемы разные. Это нормально. Но нарисовать две одинаковых грани, одинаковых по длине, по градусу восхождения, это важно. И проще всего просто отталкиваться от косточек. Они параллельны, они симметричны. Одинаково вверх, одинаково здесь, одинаково здесь. Шаг номер 1. Мы рисуем с вами точечку в зоне соединения верхнего и нижнего ресничного ряда. В зависимости от того, какой глаз у нас может эта точечка быть ближе. Отрываться от ресничного ряда раньше. Это все для того, чтобы сделать глаз лучше. Открываем. Дальше. Согласно рельефу мы подхватываем. Прямо, пожалуйста, просим посмотреть ровно, выстроить строение
века так, чтобы у вас были равные пропорции. Такой момент, прямо пауза, лирическое отступление. Не тянитесь за клиентом. Поверните голову к себе, стоим в треугольнике сбоку, как удобно, и покажите, куда смотреть, так, чтобы вам было удобно. И аккуратно, подхватив объем века, а здесь тоже есть маленький момент, объем вот этого подвижного века и зоны валика над первой ресничкой, это тоже индивидуальность. Есть валики совершенно плоские, и тогда ресничный ряд будет остренький, и тогда выход будет практически ровный с нужным градусом восхождения. Может быть очень объемный, как, например, в случае с моими веками. Здесь тоже достаточно объемный валик. Тогда важно, это прям архиважно, это часто встречающаяся ошибка, хвостик стрелки в зоне основания должен обязательно подхватить индивидуальный объем, и только после этого мы можем вывести направление стрелки. Еще один момент. Прогиб и длина хвостика стрелки уже есть здесь. Куда мы смотрим? У нас есть орбитальная линия. Это дуга, одинаково сюда и одинаково вниз. Равно восходящая, равно падающая линия. Это дуга. Точечно вам ее изображу. Полусфера. Вот этот вот момент прогиба – это идеальный совершенно повторяющийся элемент в зоне внутренний и внешний угол глаза. Если этот момент не учитывать и просто нарисовать прямую линию, вы все равно получите негармоничную стрелку, потому что у нас линия, всегда вписываясь в объем, в прогибы, во впадины, она принимает так или иначе конфигурацию этой неровности. Возвращаясь к тому, что мы очень асимметричны, и зоны орбитальных линий с одной и с другой стороны бывают очень разные. И тогда нарисовали вроде бы как ровно, но потом вы видите, что она не сидит на месте. И вы начинаете искать вот тот самый прогиб. Его не надо искать, он уже здесь нарисован. Посмотрите на восходящую линию, на складочку от внутреннего угла глаза, стремящейся к точке наивысшего подъема. Вот этот прогиб вы просто возьмите и повторите в зоне стрелки. Не надо рисовать сразу много. Аккуратно, точечно, очень хорошим карандашом, качественным. Что есть качественный карандаш? Это хорошее соотношение, я бы сказала, правильное воска и пигмента. Тогда он будет, во-первых, очень хорошо наноситься, второй момент, он будет очень хорошо растушевываться, и вы не будете терять насыщенность. Я не пользуюсь в работе совершенно ватными палочками, какими-то моментами, которые можно что-то исправить. Зачем исправлять то, что уже здесь есть? Зная, где это располагается, промазать невозможно. Максимум это может быть, имея в виду разность глаза слева и справа, а мы сейчас об этом также поговорим, мы можем проверить грань стрелки с одной стороны и грань стрелки с другой стороны, ту самую симметрию, и, возможно, поправить градус восхождения в зоне хвостика. Все. Сейчас я вам расскажу, как это делается. Шаг номер 2, мы остановились, мы вывели грань хвостика стрелки. И здесь очень важный момент, что стрелка – это вообще ни разу и не точно-точно про полосочку. Да? То есть стрелка может быть какой угодно, и очень четко очерченной, и достаточно графичной, но в то же самое время она может быть и максимально рыхлая, светлая, пушистая, потому что наш мозг воспринимает любые линии как вектор, другими словами, куда смотреть. Или как дорожный указатель. Вот куда вы покажете, туда мы и будем смотреть. К сожалению, очень часто смотрим не туда, направляем не туда. Наша задача знать, как это устроено. Всегда можно проверить, поскольку у нас такие легкие уроки геометрии лица, если мы попросим нашего клиента немного сощуриться на свет, сощуримся, солнышко, то мы обязательно так или иначе совпадем с самой-самой верхней
мимической морщинкой. У нас такие две явно выраженные гусиные лапки сверху. Здесь молодое лицо, здесь практически. Но если там прямо нырнуть и посмотреть, то мы обязательно найдем. Ну или можем прямо принудительно собрать. Да? И две вниз. Самая верхняя – это наша стрелка. Попали? Конечно, попали. Шаг номер 3. Мы кладем грифель карандаша на валик над самой-самой верхней ресничкой и просто не стрелку рисуем, а просто выкладываем текстуру. Сводя на нет, не доходя до внутреннего угла глаза. Что есть стрелка в макияже, пусть то декоративный или же наш долговременный. Откроем, пожалуйста, прямо. Стрелка – это конструкция, которая выравнивает падение верхнего ресничного ряда от точки наивысшего подъема до внешнего угла глаза. Другими словами, вот самая-самая высокая зона должна выровнять зону падения. То есть вот здесь и здесь у нас должна получиться абсолютно прямая линия. Только в этом случае стрелка считается гармонично построенной по телу. У нас стрелка состоит из тела и из хвостика. Хвостик мы с вами вывели. Выяснили, где он живет, где он находится, как проверить правильность. Дальше тело. Это обязательно выровненная зона падения. Неверно, если ваша стрелка повторяет падающую линию, потому что ресничный ряд – это дуга. Одинаково вверх, одинаково вниз. Равно восходящий, равно падающий. Вот если вы не довыровняли эту зону падения, у вас все равно будет стрелка смотреться негармонично. Следующим моментом мы меняем инструмент на плоскую кисть небольшого диаметра. Плоская кисть рисует плоскостью. Плоская кисть рисует плоскостью небольшого диаметра. Это может быть натурального ворса пушистенькая, но тем не менее зажатая. Это может быть синтетика небольшого диаметра. Правила макияжа гласят следующее. Ширина кисти равна величине пятна. У нас небольшая зона, поэтому и кисть имеет небольшой диаметр. Круглая кисточка здесь будет неудобно. То есть нужно что-то, что поможет растянуть вверх и при необходимости в сторону. Просим закрыть. И ошибка, которую допускают мастера, которые даже рисуют плюс-минус правильно. Нельзя пытаться соединить вот эту вещь с хвостом. Нет, мы создаем градиент. У нас с вами есть зона света, есть зона тени, анатомический провал. Между ними промежуток – это зона полутени. У нас есть зона тени, у нас есть зона полутени и свет. Это то, что по насыщенности или цвету является промежуточным между растушевкой и оттенком кожи, то есть максимально приближенный к цвету кожи. Поэтому мы начинаем аккуратно смещать цвет как в сторону внутреннего участка в зоны света, так и вверх. Вверх и к центру. Таким образом, вы получаете сразу чистую растушевку у хвоста в градиенте темный, средний, светлый. И ровно так же вы получаете мягкую растушевку от ресничного ряда. Темный, средний и аккуратно сводите на нет, создаете мягкий переход оттенка карандаша и текстуры карандаша в оттенок кожи. Еще одна ошибка, которую часто я наблюдаю, это тупые хвосты, тупые в кавычках. Это значит, что грань хвостика стрелки соединяется в одной точке с верхней частью растушевки. Это критически негармонично, это неправильно, это не про макияж. Это из разряда «я художник, я так вижу». Как правильно? Стрелка – это направление, мысль. То есть все понятно, но ничего конкретного. Мы, когда будем выполнять ее текстурами, мы будем растягивать в оттенок кожи, выходя достаточно далеко. Но мы не будем бояться, что это заживет очень ярко, потому что стрелка должна соединиться с верхней частью растушевки без каких-то четких границ, знаете, как будто бы сойтись на нет, но при этом не иметь четкой точки соединения. Важно помнить, что у вас должна остаться всегда
хотя бы незначительные, а лучше 2-3 мм свободной части хвоста, где грань хвоста и растушевка – это не соединяющиеся линии. Грань хвостика, самая-самая крайняя часть – растушевка. Растушевка ложится на край хвоста, не доходя. Это важно. Пока тушевали, естественно, мы какую-то часть растушевки сделали менее насыщенной. Опять к себе повернули, попросили опустить взгляд. Восполнили те участки, которые мы сделали менее насыщенными. Это как раз-таки зона тени. Самая-самая темная часть нашей растушевки – это переход падающей линии в восходящей. Вот этот участок самый темный. Зона тени никогда нельзя промазать, если знаешь правила. Зона тени доходит ровно до половины складки, первый ресничный ряд, первая складка, до половины складки подвижного века. Какая бы ни была складка, если вы возьмете ее половину, вы попадете туда, куда нужно. Еще один момент – это не учитывать объемы неподвижного века и, более того, не выходить стрелкой за складку между подвижным и неподвижным веком. Я уверена, вы слышали такое заблуждение. Я надеюсь, что оно уже практически ушло какие-то в лета, что хвостик стрелки не может выходить за складку между подвижным и неподвижным веком. Ну как не может? Он должен, потому что наша задача макияжем сделать глаз лучше. Если не выходить, как в данном случае, я сейчас осознанно, сюда, пожалуйста, не дотушевала, то вот тень, которая насыщенностью попадает под объем, а даже вот на таком молодом веке, вот у нас есть уже маленькая мимическая складочка. Вот. У нас вот этот объем сразу становится видным в 2 раза больше. Давайте просто сравним. Здесь у нас читается объем, здесь у нас вообще его нет. Ну, то есть, другими словами, в наших с вами руках возможности, как сделать глаз более старым, уставшим, так и наоборот. А задача у нас украшать. Поэтому самая важная зона в работе с веком – это зона полутени. Именно она или же именно в ней мы должны и можем спрятать все моменты, которые требуют того, чтобы их сделали менее заметными. Это лишний объем, это в том числе уже случившиеся либо наметившиеся гравитационные изменения. И правило работы со светом гласит следующее. Все темное уменьшает, отдаляет, что нам и нужно, а наоборот, все светлое делает более объемным. То есть наша задача, все, что нам не нужно, то, что у нас, может быть, уже опустилось, стало более объемным, поднависло, это нужно притонировать, сделать менее заметным. Обязательно зайти цветом. Пока вы рисуете эскиз, вы уже должны понимать, какого цвета кожа, какой арсенал ваших пигментов, какая текстура будет выбрана, органика, минерал, гибрид и так далее. Чем вы это будете делать? Как это будет строиться для того, чтобы ваш макияж был не просто выполнен правильно и гармонично, а в том числе, чтобы он жил в коже красиво, не меньше года-двух и так далее, чтобы не было нежелательных изменений оттенков. То есть мысленно не только строите, занимаетесь геометрией, но начинаете уже заниматься математикой цвета. В эскизах, как правило, я не рисую межресничное пространство, только лишь по запросу, если спрашивают. Или же, например, с одной стороны я рисую межресничку, особенно в том случае, если клиент не знает, что он хочет, либо есть какая-то степень недоверия, да? То есть вот человек пришел как к специалисту, но сам не знаю, что хочу, вы должны уметь показать любую вариативность, начиная от межреснички, межресничка с растушевкой, межресничка побольше, повыше, небольшая стрелка с растушевкой, стрелка с растушевкой побольше, или же и в том числе вы можете нарисовать максимально сразу красиво. Не надо торопиться. А у нас с вами 2 процедуры, первичная и вторичная. Дайте возможность вашему клиенту примерить это платье. Рюши, оборки, карманы добавите на второй
И тогда это будет уже по запросу, и тогда это уже будет привычно и не будет вызывать какого-то отторжения. Постепенно. И в том числе всегда на второй процедуре мы можем и еще сделать более красивым, теплым, долгоживущим во времени оттенок растушевок. Перед тем, как мы поговорим про второй глаз, он является неудобным, вызывает какие-то сложности, нужно вспомнить еще раз и проговорить тот момент, что надо понять и просто вот принять. Точка. У нас асимметрия по форме, по костному рельефу бывает там где-то что-то. Вектора, все мы уже обсудили, все ровненько. Один глаз больше, другой меньше. Точка. Это вот данность. Как правило, этот глаз больше, наверное, в 90% случаев, этот глаз меньше. Важно помнить, что мы отталкиваемся от особенностей меньшего глаза. Потому что там, где много, высоко, рука сама тянется нарисовать прям вау, ну, что вы повторите с другой стороны? Он не примет, ему столько не нужно, он станет меньше, потому что когда мало, и света, и высоты затемнять нельзя. Нужно биться за каждый миллиметр незакрашенного участка света, и тогда будет хорошо. Поэтому всегда смотрим на тот глаз, который меньше. В данном случае у нас плюс-минус по объемам. Давайте посмотрим ровненько. Если вы видите, то с этой стороны глаз немножко больше. Я его сейчас еще увеличила макияжем. Он немного выше. Угу. Дальше мы оцениваем вот относительно вертикальной оси. Если вы видите, то этот глаз ближе к центру, чем этот. Это нормально совершенно. Если вам видно, то этот глаз немного выше, этот глаз немножко ниже. Даже вот по точкам 1 и точка, вот они находятся на разных горизонталях. Это нормально совершенно. Самое главное, не надо подчеркивать жирным карандашом, маркером красным, чтобы вот он, и тогда это будет бросаться в глаза. Наша задача смикшировать, нивелировать, вот сместить акценты, создать иллюзию, что вау, как только можно. Так вот, когда вы нарисовали эскиз с одной стороны, вы можете, нарисуйте его прям в цвете, прям вот растушуйте, сделайте максимально красиво и забудьте о нем, потому что мы не пытаемся перерисовать. Иногда это просто даже невозможно. И иногда это просто вызывает большое количество сложностей. Мы рисуем на костях, в кавычках, да? Векторы у нас грани абсолютно одинаковые. Мы нарисовали глаз, показали, ну, примерно, да, и отвернули голову от себя. Следующим моментом мы будем рисовать все то же самое, но только с другой стороны. У нас есть диагональная линейность, вектор нижней челюсти, скуловая кость, направление надбровной дуги. Раз, два, три. Вектор нижней челюсти, продолжение контура нижней губы, направление пантик верхней губы, провал скуловой впадины. Тут даже иногда вот эта часть ноздри совпадает, нижняя граница глазницы, наша грань стрелки и бровь. То есть все абсолютно линейно и параллельно друг другу. Наша задача нарисовать такую же стрелку. Что мы делаем? Какие моменты мне хотелось бы осветить, чего делать не нужно? Во-первых, неудобно. Это нормально. Мы можем облегчить себе построение вектора следующим образом. Чтобы не было вот этих вот непристойностей, скажем так, потому что это некрасиво, не эстетично. У нас работа красивая, надо все делать красиво. Не надо делать вот так. Я вам покажу. Вот этого тоже не надо. Ноги на ширину плеч тоже не надо. Все проще. Мы, не меняя положение тела, отвернули голову клиента от себя. Зона работы, ровно так же, как и в перманентном макияже, всегда смотрит нам в лоб. Поставили мизинчик на скулу. Точка опоры всегда. Шаг номер 1. Еще раз подхватили линейность. Поставили точечку. Да, там, где ваша грань войдет в ресничный ряд. Немножко вверх посмотрите. И следующим движением зафиксировали мизинец. И следующим движением вы выводите короткую диагональ движением от складки к точке, которую вы поставили. Прямо перед собой, пожалуйста. От складки между подвижным и неподвижным веком, короткое движение внутрь, к точке, которую вы нарисовали. Раз. Это удобно,
там промазать нельзя. Это буквально 2-3 миллиметра. Далее мы отступаем примерное расстояние какое-то приблизительное, которое мы подразумеваем под длиной, и очень-очень деликатно, едва касаясь, хорошо подобранным по качеству карандашом, и ставим такой легенький-легенький пунктирчик. Проверяем себя по прогибу, посмотрели опять на дужечку здесь, и аккуратненько повернули. Ну, как бы не попасть нельзя, это прям вообще невозможно, потому что тут вот все есть. Можно себе опять собрать немножечко мимику, сощурились немножко, попали, естественно, все. И можно слегка подцепить край карандаша, просто его растянуть на нет, чтобы хвостик стрелки получился максимально воздушным. Попросили закрыть, подняли наш уголочек. Я напоминаю, что в стрелке вот эта зона, вот он, это самое-самое темное. Это прям самый-самый насыщенный участок всей работы. Аккуратненько положили опять плоскостью карандаш, выложили текстуру. А дальше, не пытаясь соединить, просто короткими, слегка оттушевывающими движениями от грани хвостика слегка подняли вверх. Откроем. Угу. Поменяли текстуру. Инструмент другой. Аккуратно растушевываем по направлению к объему подвижного века. Тень, полутень, свет. Слегка закрываем и стягиваем самый-самый светлый оттенок по направлению к внутреннему углу глаза. Он не может оборваться посередине. Он может и должен, если вы корректируете круглые глаза, как, например. Но если глаза гармоничные, то у нас тень, полутень, свет находятся каждый на своем месте. И растушевка не может жить только в зоне до внешней границы радужки. Это неправильно. На глазах рисуются глаза. Немного не дотянула, точнее перетушевала. Просто добавила. Обратите внимание, нет необходимости хвататься за ватную палку, создавать себе какое-то неопрятное рабочее место. Откроем. Все. И как вариант, в чем приятность, да, глаза 2. Вы можете предложить 2 варианта в насыщенности, в форме. Иногда даже настолько вот ты сам растерялся в возможностях, что и это хочется, и это хочется. Ну, больше 2 не предлагать. Это между нами. А в повседневной работе я, как правило, не рисую и не растушевываю второй глаз. Рисую вариативность от малого к большому с одной стороны, утверждаю форму, цвет, этапность, где мы начнем, когда добавим. А второй глаз – это только вектор. Во-первых, это быстрее. Эскиз занимает ровно 5 минут. Вот просто 5 минут, наверное, где 3 из них – это просто поговорить. Очень важен тот момент, что помимо утверждения формы и имения возможности поиграть с насыщенностью от меньшей к большей, вы можете показать вашему клиенту, не просто показать, а еще показать и сфотографировать, как работа, по вашему мнению, с учетом вашего опыта, знаний, текстуры и так далее, которые вы подразумеваете использовать, как она заживет через месяц-полтора. То есть промежуточный этап покажите, потому что часто работа после процедуры кажется излишне нарядной. Покажите, что вот будет вот так, мы примерно столько ожидаем. После процедуры будет достаточно нарядно. Это не про то, как будет, а промежуточный этап. И на второй процедуре мы уже при необходимости, если вы захотите, мы добавим. Как правило, каждый клиент говорит, а давайте поярче. Проверка симметрии. Мы опять поворачиваем голову к себе. Обратите внимание, как стояла, так и стою. Просто голова сюда, голова сюда, голова сюда. Возвращаемся. Слегка просто хватаем вот наши грани хвостиков. Просим посмотреть вниз. Показываю вам. Прямо. Все на месте. Ну, то есть тут промазать вообще невозможно. Как мы сравниваем и что важно, иногда
смотрите, и вот вам что-то кажется. Ну вот как бы все, да, но где конкретно вы можете акцентировать внимание. Это вы берете, сравниваете два хвостика. Вы сравниваете расстояние от последней ресницы до складки и сравниваете расстояние от складки до края хвоста. И, скорее всего, у вас может быть разница исключительно в зоне от складки до края. И тогда вы можете просто поменять там на 1 градус выше, на 1 градус ниже. Или же, еще к этому, может линия не вписаться, скажем, в провал анатомический внешней границы орбитальной линии, вот эта вот косточка, потому что часто эти зоны разные. С одной стороны ямка, с другой стороны выпуклость, да, а линия всегда встраивается в геометрию, скажем так, зоны. Вот в данном случае здесь более плоско, здесь у меня ямка. О чем это говорит? О том, что вот в этом месте, вот прямо, пожалуйста, прямо, нужно чуть-чуть прогнуть, вот, и тогда будет максимально хорошо. Угу. Так, следующим моментом себе показали, что не так, поправили и чем поправили. Это, опять же, не ватные палочки. Нам поможет кисть с корректором, синтетическая, какая угодно у вас в арсенале. Та же кисть, которую вы используете в эскизировании на губах. И это может быть консилер любой, удобный, какой, совершенно без разницы. Я люблю текстуры, которые на основе воска. Почему? Потому что они очень хорошо тянутся, они очень пластичные, и текстура воска позволяет иметь вариативность. Когда на инструменте, на язычке есть текстура корректора, то мы можем нарисовать очень тонкую линию. Но если, например, вам нужно что-то исправить, может быть, где-то что-то там подчистить, то мы снимаем текстуру корректора с кисти, и остатки жирного продукта, а это на основе воска, позволяют вобрать в себя всю какую-то там, огреху вдруг. Как, например. То есть она работает как стирательная резинка. У визажистов нет ватных палочек, они ими не пользуются. Кисть с тоном, кисть с корректором – это и есть стирательная резинка. Поэтому при необходимости вы можете почистить там где-то что-то, если надо. Я бы, например, вот здесь чуть-чуть подсрезала. Еще вспомнила сейчас одна из ошибок, которые допускают мастера при эскизировании, даже если по счастью и по радости они рисуют это сидя. Что делают? То есть берут и вот натянули и начинают рисовать. Что натянули? Куда натянули? А если там натягивать все не натянешь? Важно, что любой вектор в зоне внешнего угла глаза рисуется исключительно прямо. А если веко нависает? А если оно закрытое? При взгляде клиента прямо линия должна быть абсолютно ровная. Когда вы закроете глаз, она может иметь очень специфическую форму, какую-то зю-образную, какую-то специфическую форму. Это будет говорить о чем? Что вы нарисуете линию с прогибом, такие как усы у тараканов? Нет, конечно. Единственное, вы же будете играть насыщенностью, вы будете играть графикой и так далее. То есть тогда это будет максимально полупрозрачная линия, вектор, посыл мысли, куда смотреть. Или же, если у вас допустима графика, тогда рисуем, но только ничего никуда не тянем. Это важно. Когда вы все нарисовали, когда вы все поправили, вы можете, уже набрав корректор, закрой, слегка отодвинуть кожный лоскут в сторону объема, расправить и очень-очень деликатно подхватить грань хвоста, прямо вычистить его, сделать максимально звонким. Моя рекомендация – утверждайте эскиз до того, как вы возьмете в руки карандаш либо корректор. Почему? Потому что наш мозг так устроен. Без корректора мозг сравнивает линии.
корректором он сравнивает и то, и другое. Начинает потом путаться, и что-то не то может показаться. Важное правило. Хвостик никогда не может, скругляясь, обнимать объем неподвижного века, тем самым подчеркивая его несовершенство. Направление хвостик – это куда-то в никуда. Еще важный момент, когда вы нарисовали, когда вы зафиксировали, проверьте себя еще раз. Каким образом? Попросите посмотреть вверх, вниз, стороны. То есть, изменяя направление взгляда, у нас иногда может где-то подпровиснуть, ну это уже, конечно, уровень перфекционизма, грань хвостика. В данном случае, вот вверх, пожалуйста, посмотрите, видно, что вот в этом месте, вот здесь чуть-чуть надо срезать. Прямо. Конечно, так графично не будет. Конечно, в работе не будет зажившей, не будет белого, не будет этого контраста. Но, тем не менее, нужно сделать все для того, чтобы ваш эскиз был максимально перфектным, чтобы он был максимально гармоничным. И, ну, как вариант, вы можете сделать несколько красивых фотографий для того, чтобы включить в слайдер, когда у вас глаз до макияжа, когда у вас глаз с эскизом и, конечно же, после процедуры и заживший. И в завершении немножечко про страхи мастеров. Я надеюсь, что уже достаточное количество я попыталась развеять. Боязнь потерять эскиз. И тогда маркеры, ручки красные, ручки белые, шеф, все пропало, сейчас все потеряем. На самом деле, в продолжении того, что все абсолютно нарисовано, и в том числе и эскиз, мы сейчас говорили с вами про внешнюю часть, про направление, но если мы посмотрим дальше, закрой, пожалуйста, то эскиз потерять нельзя. Если вы его нарисовали карандашом, растушевали, понимаете логику построения, зачем у вас здесь высота, где у вас находится тень, полутень и так далее, то и потерять его в процессе нельзя, потому что у нас помимо костного рельефа есть еще и кожный рельеф, который выражен в складках подвижного века. Если вы посмотрите, вот немножечко соберем подвижное веко и неподвижное в такую вот в гармошечку, то вы увидите, что у нас большое количество складок лоцируется в горизонтальной оси. Вот дуга, 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 дуга. Вы видите это, да? Так вот, нарисовав красивый эскиз, покажите себе, где у вас живет зона тени, до какой складки конкретно поднимается полутень, и, собственно, где сердце успокоится, и ваш оттенок втушуется в оттенок кожи на переходе в неподвижное веко. Вот самая первая складочка, это будет всегда тень с переходом в полутень. Вторая складка и, может быть, вторая с половиной, вот она, это у нас будет та зона, которая архиважна, это уровень полутени. Покажите себе, и до какой складки вы будете тушевать. Вот складки, они также абсолютно, как и кости, абсолютно параллельны с одной и с другой стороны. Ну, как бы тут тоже промазать, ну, никак, если вы видите. Тут важно просто один раз узнать, себе показать, договориться с собой, и промазать не получится. Пробуйте. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Рекомендую сразу уделять внимание зоне приконтурной, а отека как такового не бывает. Один глаз, потом второй. Не надо наносить сразу на два. Не получиться не может. Цветом номер 1 я растушую и сведу на нет самый-самый светлый оттенок. Смотрю насыщенность, помним, что цвет мы ждем, мы протираем, захватывая межресничное пространство. Разворачиваю руку и начинаю диагональным штрихом подтягивать зону, можно взять ватную палочку, и каждый миллиметр между каждой ресницей сняли, посмотрели. Дублирую выход на валик, я встаю, смотрю картину сверху,